Система отсчета связана с Землей. Трамвай движется со скоростью 2,4 метра в секунду. А три пешехода с одинаковыми по модулю скоростями. V1 равно V2 равно V3 и равно 1 метр в секунду. Определить. Первое. Модули скоростей пешеходов, связанных с системой отсчета с трамваем. И второе. Проекции векторов скоростей пешеходов на оси координат. Итак, известно, что трамвай движется со скоростью v равно 2,4 метра в секунду. Скорости всех трех пешеходов v1 равно v2 равно v3 и равно 1 это v трамвая, метр за секунду. Определить модули скоростей пешеходов, связанных с системой отсчета с трамваем, и проекции векторов скоростей пешехода на оси координат. Здесь необходимо нарисовать небольшую картину, которая определяет вот это положение этих пешеходов и положение трамвая. Рисуем это все. Такой получается перекресток, по которому движется трамвай и движутся пешеходы. Здесь находится трамвай, он движется со скоростью v трамвая. Первый пешеход движется вот в этом направлении со своей скоростью, это v1. Второй пешеход движется в противоположном направлении, вот так, навстречу v2. А третий пешеход движется вот здесь, вот так, v3. Это скорость v трамвая. Так будем определять. Если взять по отношению к системе отсчета с трамваем, мы должны от скорости пешехода отнять скорость системы отсчета трамвая. Напишем так, v результирующее первый пешеход. Векторное значение должно быть равно v первое, векторное отнять v трамвая. Давайте посмотрим, как оно будет на картинках с векторами. Итого вот у нас есть v трамвая на большое, вот такое, это v трамвая, и v первое движется в этом же самом направлении. Я бы взял одновременно v первое, поставил бы на вот этой линии, чтобы сложить вектора, они же параллельные, поэтому желательно, чтобы они находились вот так. Тогда мы будем четко иметь направление. Но будем считать, что они находятся вот на вот этой системе, на одной линии. Разница этих векторов будет направлена вот в эту сторону. Она у нас получается картинка под углом, вот здесь под углом, но считаем, что она идет, вот эта линия, которая разница, она идет по линии векторов трамвая и векторов пешехода. Этот угол альфа считаем, что он 90 градусов. Это для наглядности. А реально у нас была бы картина выглядела таким образом. У нас идет вектор трамвая, полностью это вектор трамвая. По нему идет вектор пешехода, и разница вот сюда направлена. Вот эта вот разница была бы вектор, вот эта разница 1. И вот так нарисовали для того, чтобы показать, что тут происходит действительно вычитание векторов. В данном случае, если смотреть со стороны трамвая, вроде бы как этот пешеход удаляется с небольшой скоростью сюда, потому что скорость трамвая у него здесь выше. Итого можно определить вот эту разницу векторов. Мы можем посчитать это v модули. Разница векторов будет равна чему? Будет равна модуль трамвая минус 1 метр. То есть 2,4 метра за секунду это модуль, минус 1 метр за секунду равен 1,4 метра за секунду. Это модуль. А направлен он в противоположную сторону. v результирующее первое будет равно минус 1,4 метра за секунду. Результирующее направление движения первого пешехода по отношению к системе отсчета трамвая будет направлено в противоположную сторону. v результирующее второго пешехода будет тоже равно v второго пешехода отнять v трамвая. Картинку сразу рисуем векторов. Вот вектор будет трамвая, а вот это вектор пешехода второго. Разница, если v2 минус v трамвая, вектор вот будет какой получается, в эту сторону направлен. Модуль вектора, результирующий второго, будет равен сумме этих модулей двух. Можно сказать о том, что вектор, результирующий второй, равен 2,4 метра в секунду плюс 1 метр в секунду. Реально он получается 3,4 метра в секунду. Но давайте посмотрим, куда он направлен. Он направлен в противоположную сторону. То есть вектор, результирующий второй, будет равен в противоположную сторону направлен минус 3,4 метра в секунду. И касается третьего. Такой же точно v результирующий третий равен v вектор третий минус вектор трамвая. Теперь давайте посмотрим, какая здесь будет картинка. Вот у нас v результирующий, вот у нас вектор, который направлен в третий, вектор трамвая, который направлен в эту сторону. Разница их будет направлена вот как. Для того, чтобы его определить, длину этого вектора можно определить как прямоугольного треугольника. Напишем здесь. Модуль вектора v3 будет равен квадрат гипотенузы
модуль вектора, результирующий от второго, это как квадрат гипотенузы равен сумме квадратов двух катетов. Поэтому можем сразу написать, результирующий вектор третий будет равен сумме квадратов, модуль сумме квадратов v3 в квадрате плюс v трамвая в квадрате. Получается единичка в квадрате, метры за секунду мы выносим за скобки сразу, единичка плюс 2,4 в квадрате, это будет приблизительно 2,6 метров за секунду. Причем обратите внимание, что этот вектор в координатной системе xy имеет две координаты. Он на y может быть спроектирован и на x может быть спроектирован. Теперь спрашивает о проекциях. Давайте посмотрим, каким образом проектируются эти вектора на систему координат xy. Смотрите, вектор первый, он направлен вот в эту сторону. Его модуль равен минус 4 метра за секунду. Это по x в этом направлении. А по y он равен, проекция y равна нулю. То есть мы можем четко записать, что вектор, результат первый, имеет такие координаты. Минус 1,4 по x и 0 по y. Второй вектор тоже идет параллельно оси x. И у него получается, что по x он имеет координаты минус 3,4, а по y он имеет тоже 0. V результирующий второй, тоже у него координаты такие минус 3,4, это по x, а по y значение 0. Что касается последнего вектора, результирующего вектора, который здесь у нас, вот он, v3, мы его вот так вот обозначим, тогда он имеет проекцию и на x, и на y. На x можем сразу видеть из этого треугольника, у него будет значение по x он направлен вот в эту сторону, получается минус, пишем v3. У нас получается координаты минус 2,4, а по y он равен плюс единичка, потому что если разложить его вот так, это будет сюда, это сюда, вектор по y равен плюс единица. Вот таким образом будет разложение всех этих векторов в системе отсчета, связанные с трамваем. Все.